Всем привет! Давайте я сразу перейду к делу. Сегодня будем готовить очень вкусные молочные коржики из детства по ГОСТу. Здесь у меня 80 миллилитров молока, добавляю сюда 200 грамм сахара и идемте к плите. Теперь наша задача на среднем огне растопить сахар в молоке, чтобы полностью сахар разошелся. При этом не превышая температуру 70-80 градусов, постоянно мешая ложкой. Сахар у меня полностью растворился, и теперь эта масса пока у меня горячая. Я добавляю сюда 1 чайную ложку ванильного сахара и добавляю сюда 100 грамм сливочного масла. По рецепту у нас идет маргарин, но сейчас современный маргарин, увы, очень плохого качества, поэтому я добавляю сливочное масло. Для этого рецепта мне понадобится 1 яйцо. С помощью вилки его необходимо хорошенько взбить. Как видите, сливочное масло у меня полностью разошлось, и теперь я сюда добавляю половину 1 яйца и все хорошенько перемешиваю. Для этого рецепта я буду использовать пшеничную муку высшего сорта, добавляю сюда разрыхлитель для теста ровно 8 грамм. И теперь с помощью ложки муку с разрыхлителем я хорошенько перемешаю. Кстати, мука у меня здесь просеянная. И муки я использую 400 грамм. Теперь начинаем замешивать тесто. Сначала я добавляю 1 половину порции муки и с помощью ложки начинаем замешивать тесто. Теперь я добавляю вторую оставшуюся часть муки и продолжаю замешивать тесто. В итоге у вас должно получиться очень нежное и мягкое тесто. Ни в коем случае его не забейте мукой. И еще одно условие, если вы хотите мягкие коржи и нежные, чтобы они у вас получились, сильно долго не вымешивайте это тесто, чтобы у вас не развилась клейковина муки. Теперь берем пакет и убираем сюда тесто. Делаю я вот такую вот лепешку руками и убираем это тесто на полчасика в холодильник, чтобы оно отдохнуло, остыло. С таким тестом будет потом удобнее работать. Прошло у меня ровно полчаса, тесто у меня охладилось, и теперь с ним очень удобно работать. Стол я присыпал мукой и с помощью скалки раскатываем вот такой вот пласт толщиной 1 см 0,8 мм. И теперь с помощью вот такой вот формы я делаю вот такие вот коржи. К сожалению, у меня нет такой формы, которой делали еще в советское время коржи, но и такая форма сойдет. Пользуйтесь той, которая у вас есть под рукой. На противень я постелил пергаментную бумагу, разложил свои коржи, у меня получилось 17 штук. У меня осталось, как вы все помните, половина от 1 яйца взбитого. И с помощью силиконовой кисточки вот так вот обмазываем коржи. Я уже разогрел духовку до 200 градусов. Выпекать мы будем наши коржи 10-15 минут в зависимости от вашей духовки. Еще одно условие: как только подрумянились коржи, их следует уже вытаскивать из духовки. Если вы передержите, то у вас не получится мягкие и нежные коржи, а будут рассыпчатые. Выпекал я свои коржи в своей духовке еще старого образца ровно 15 минут. И вот такая красота появилась у меня на тарелке. Теперь даем им остыть, и можно уже звать своих родных и пить с ними чай с очень вкусными коржами. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.